Вау! Только что мой ИИ-агент зашел на YouTube через реальный браузер и изучил тему про AI-агентов и выписал топ-10 тем, которые прямо сейчас набирают популярность, которые я могу использовать для записи следующих видео. И мой агент использовал для этого реальный настоящий браузер. Как живой человек. Я в шоке. В работе каждого из нас есть какая-то рутина, которую не хочется делать, но она нужна для результата. В моей работе тоже такая рутина есть. Для того, чтобы придумать идею следующего видео, мне приходится часами скроллить YouTube и просматривать видео других авторов или зависать часами на Reddit для того, чтобы изучить все комментарии и проблемы, с которыми я могу разобраться и выпустить новое видео для того, чтобы набрать больше просмотров, лайков и комментариев. Вся работа, которая идет до момента записи видео, у меня еще не автоматизирована. И я хочу сегодня это исправить. Я нашел инструмент, который позволит это сделать. Он называется Browser Act. Дело в том, что когда я даю задачу нейросети зайти на какой-то сайт и взять оттуда информацию, то мой AI-агент справится с этим, если на сайте просто обычный текст. Но если на сайте нужно авторизоваться, то есть ввести логин и пароль, если нужно изучить необычный сайт, на котором стоит защита от ботов, на котором стоит JavaScript рендеринг или вывод информации в виде нескольких страниц, то есть с пагинацией, то мой AI-агент становится как будто бы очень глупый и слепой. То есть он не может справиться с этой задачей. И вот Browser Act решает эту задачу с помощью API или с помощью конструктора na10 или make.com или с помощью MCP я могу подключить своего AI-агента к этому инструменту, и он сможет вместо меня открывать браузер и делать там что-то, заходить на страницы сайтов, изучать их. И он будет это делать как реальный, настоящий человек. И поэтому он не будет заблокирован, он увидит все содержимое сайтов так, как есть. И его можно использовать для построения сложных AI-агентов. И я хочу вам в сегодняшнем видео показать, как я делегирую ему рутину по поиску новых идей для видео. Для того, чтобы воспользоваться Browser Act и научить своего AI-агента работать с ним, нам понадобится всего лишь один файл, который называется skill.md и аккаунт в Browser Act. Нужно скачать вот этот файл, который называется skill.md. Скачать его можно по ссылке в описании. Просто кликаем на кнопку Download и ждем, пока скачается этот файл. Я запускаю терминал. В терминале я пишу команду Claude. Я хочу, чтобы ты изучил этот документ и установил этот навык, чтобы он был доступен глобально во всей системе. И дальше мы даем ему файл skill.md. Теперь я могу попросить его авторизоваться на сайте Browser Act. Вот он говорит, что для авторизации перейдите по ссылке и завершите регистрацию. И можем попросить его открыть, например, YouTube. Открой YouTube через мой реальный Chrome и найди топ-10 популярных туториалов по AI-агентам. Важно, чтобы это были видео, которые вышли не позже месяца назад и набрали достаточное количество просмотров. Эта информация нужна мне для того, чтобы выбрать тему для следующего видео на моем YouTube-канале. Использую для этой задачи Browser Act. Вот открывается новый браузер, вводится адрес YouTube с запросом. Он начинает изучать страницу так, как изучал бы реальный человек. То есть он видит все то, что размещено на странице. Готово. Агент нашел все необходимые видео. Он собрал 10 самых популярных туториалов по AI-агентам на текущую дату и разложил их вот в такую таблицу. Предлагает несколько тем для выбора, чтобы я мог использовать в своем следующем видео. И теперь я могу использовать Browser Act для любых задач и любых сайтов, на которых я уже авторизован, чтобы он делал эту работу вместо меня. Ключевое, что Browser Act может сам сообразить,
на какую страницу ему зайти, на какую кнопку ему нажать. И я попробую сейчас дать ему задачу, которую тоже бы делал сам. Изучи последние комментарии на моих видео. Возможно, там есть тема для следующего выпуска, или у людей есть какие-то вопросы, ответив на которые я смогу записать новое видео. Примечательно, что он сразу пошел не на открытую версию YouTube, а именно в YouTube Studio для того, чтобы посмотреть данные оттуда, потому что там комментарии удобнее просматривать. Результат работы такой. Запросы на контент об AI-агентах, вопросы про Claude, связанные с оплатой и переходом на него, проблемы с озвучкой, технические вопросы, критика есть и идеи для следующего видео. Первый приоритет — записать видео про Claude Code, полный гайд для начинающих от оплаты до AI-агентов. На это сильный запрос. В общем, теперь можно использовать браузерную автоматизацию, как будто бы это делает реальный живой человек, но при этом это будет делать AI-агент. Ссылка на Browser Act будет в описании. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк, в комментариях задавайте вопросы и пишите ваши комментарии и мнения. Подпишитесь на канал, если вы все еще этого не сделали. Меня зовут Артем Исламов. Это канал Лысый из браузера. Увидимся в следующих видео. Пока.